Что вы знаете о производстве пряжи? Ну да, бабушкину прялку видели все, но как это происходит в промышленных масштабах? Привет, с вами Маковка. Я хоть и работаю с пряжей, но даже близко не представляла, насколько это непросто производить пряжу. Поэтому приглашаю вас на экскурсию на одну из самых крупных турецких фабрик в этой области. Я хочу показать вам не просто технологические этапы производства, а саму фабрику. Ну и заодно расскажу о производстве. Своими словами, без сложной терминологии. Фабрика находится в городе Бурса. Это промышленный город недалеко от Стамбула, на севере Турции. Город очень древний и достаточно большой. Бурса – 4-й по величине город Турции. Бурса знаменита своими мечетями и многочисленными парками. Обычные туристы, возможно, увидят город таким. Но я увидела его вот таким. Так исторически сложилось, что здесь находится очень много предприятий легкой промышленности, в том числе текстильные предприятия. И сейчас мы едем именно по промышленному району Бурсы на фабрику «Фисташ». Интересно, что даже в промзоне здесь очень много зеленых насаждений, живые изгороди, кустарники с цветами. И даже есть мечети. В составе «Фисташ» 4 фабрики. Они расположены в одном районе, но отдельно друг от друга. Общая площадь 65 тысяч квадратных метров. На всех фабриках производится пряжа. Это как их собственные бренды, самые известные из которых Хималая, Фибронатура и Розетти, так и производство пряжи на заказ для других компаний, в том числе европейских, которые потом продают пряжу со своими этикетками. Помимо пряжи, фабрика производит нитки для промышленной вышивки и нитки для шитья, а также для ткачества. Скажу сразу, что это не заказное видео. Я делюсь своими впечатлениями и хочу, чтобы вы представили масштабы компании, где производится наша любимая пряжа. Кажется, что на фабрике все просто. Закинул мешок шерсти в станок с одной стороны и получил готовые моточки с другой стороны. Нет. Даже если отсечь этап выращивания овец, хлопка и производства акрилового сырья, непосредственно создание самой пряжи состоит из многих процессов. Если очень коротко и обобщенно, сырье чистят, красят, сушат, если надо измельчают, моют, снова сушат, чешут, делят на полосы, снова чешут, опять делят еще на более тонкие полоски и перематывают в бобины. Затем ленты в бобинах прядутся в очень тонкие нити, потом из нескольких таких нитей скручивается более толстая пряжа, затем ее еще нужно в моточки смотать, этикетки нацепить и в упаковке сложить. Мы берем моток и даже не задумываемся, сколько в него вложено труда и что условия труда не самые простые. Сырье поступает в огромнейших тюках, каждый из которых весит полтонны. Вот так выглядит акрил, а точнее полиакрилонитрильные волокна. В исходном виде акрил немного скрипит, но в будущем, после обработки, это превратится в мягкую шелковистую акриловую пряжу антипилинг Хималая. Конечно, есть различия в технологическом процессе производства шерстяной, хлопковой и акриловой пряжи, либо гладкой пряжи и велюровой. Даже если взять обычную шерстяную или полушерстяную пряжу, она разная. Одна сильно крученная и пружинистая, другая очень гладкая, третья как будто бы немножко распушенная, а еще есть 4-я и 5-я и 25-я, и все это имеет свои отличия в производстве. Для примера возьмем такое вроде бы простое действие, как крашение. Есть однотонная пряжа. В большинстве случаев она окрашивается еще будучи сырьем, после первичной чистки. Если пряжа будет смесовая, то сырье смешивают перед покраской. Интересно, что фабрика может закупать уже готовую смесь, например, шерсть с акрилом 80/20. Окрашивается сырье в огромных чанах. Это самый недорогой способ. И уже после окраски сырье поступает в производство. Его измельчают, моют, расчесывают и прядут. Более дорогой способ, когда красят не сырье, а уже скрученную суровую пряжу. Но и здесь есть варианты. Первый – это когда пряжу наматывают на сетчатую полую шпулю, размещают на платформе на стержнях и загружают в красильные котлы. С виду похожи на огромные стиральные машины.
Удивительно, но краситель проникает сквозь бобину настолько, что нить окрашивается полностью и снаружи, и внутри этой бобины. Другой способ – это когда окрашивается пряжа, но не намотанная на бобины, а сложенная. С секционным меланжевым или окрасом дегрейд ситуация другая. Этот станок буквально рисует на пряже рисунок. У нас было отдельное видео об окрашивании секционной пряжи. Ссылка есть в описании под этим видео. Посмотрите, это интересно. Иногда сматывают две нити разного цвета, и это называют меланжем. Здесь же меланжевую пряжу красят вот на таком станке, где краска разного цвета с заданной последовательностью распыляется из кранов на нить, которая движется под ними. К сожалению, на момент съемки этот станок выключен, и мы не можем посмотреть, как все происходит. Фабрика работает без остановки 7 дней в неделю, 24 часа, в 3 смены. И в день может производить 40 тысяч килограмм пряжи. Представьте себе, 40 тонн пряжи в день. Рабочих привозят и увозят на корпоративных автобусах. Их кормят. Вот, кстати, столовая для рабочих. Еда в свободном доступе, и, как вы видите, есть даже много вкусняшек. Какие-то пирожные, бахлава. Управляющий персонал обедает в отдельной комнате, где обслуживает официант. Да, о сотрудниках заботятся, но условия работы достаточно непростые. Конечно, это не сталелитейный завод, но все-таки. В помещениях, где сырье моется, сушится и красится, очень жарко из-за горячего воздуха, который постоянно используется в процессе. Вот это один из станков, где как раз прямо сейчас моется и сохнет акрил. Плюс к тому мелкие волокна, хоть и в небольшом количестве, но попадают в воздух и, соответственно, могут вдыхаться, что тоже не есть хорошо. Даже видно, что на некоторых поверхностях налеплены волокна, шерсти, акрила, в общем, всего, что здесь обрабатывают. Помытое сырье отправляется на чесание. Здесь шумно. Помещение большое, очень-очень много различных станков, каждый из которых создает шум. Послушайте, так звучит фабрика пряжи. Сейчас мы видим станок, который повторно расчесывает волокна. Очень интересно, как расчесанные волокна сразу автоматически сматываются и связываются в большие тюки. Дальше широкие расчесанные полосы проходят через этот станок, на котором они истончаются, превращаются в более тонкие полосы. Пока они еще не скручены, как настоящая пряжа, а в виде лент. Они сматываются в большие бобины, и уже эти бобины отправляются на прядильный станок. Вот такой, как этот, где придется сейчас сиреневая пряжа. Но не обязательно их будут прясть. Возможно, это будет фасонная пряжа, тогда эту ровницу просто обкрутят какой-нибудь тонкой ниткой или совместят с другого вида пряжей. И так же, как пряжа, которая бывает совершенно разная и для разных целей, так и станки, которые ее производят, тоже сильно отличаются. Если на предыдущем станке из широкой полосы делали тонкую для дальнейшего прядения, то вот на этом станке широкая ровница сразу истончается и сразу придется в нить.
Одни станки более старые, требуют постоянного присутствия человека. В данном случае этих милых барышень, которые должны менять бобины. А другие станки – самые современные полностью автоматизированные линии с компьютерным управлением. И очень интересно наблюдать за их работой. Впрочем, за барышнями тоже интересно наблюдать. Бобины с пряжи отправляются в другой цех, где будут перематываться в мотки. Мы тоже сейчас туда пойдем. Даже на фабрике есть место для природы. Шикарные кусты. В Турции эти цветы повсеместно, и говорят, они цветут все лето. Ну и как же без хвостов? На складе обнаружила весьма брутального, бурзатого представителя кошачьих. Он здесь живет и снисходительно позволяет себя гладить. Как мне сказали, с мышами проблем нет, но коты избавляют от птиц, как это ни странно. Мы добрались до цеха, где происходит последний этап производства пряжи для ручного вязания – сматывание в мотки и упаковка. Узнаете папирус вибранатура? А это в моточках лежит пряжа Ария Гималая и Аляска Розетти. Даже без этикеток их можно узнать. А это похоже на пряжу Метеор. Здесь также много различных мотальных станков. Если на одних этикетки одеваются вручную и пряжа упаковывается вручную, то на других этот процесс полностью автоматизирован. В конце все это попадает, конечно же, на склад. Огромный, просто огромный склад готовой продукции, откуда пряжа и нитки отгружаются по всему миру. Хочу вам еще одну комнату показать. Не знаю, как это назвать, сердце, душа фабрики пряжи. Это шоурум. Комната, где находятся образцы всего, что производит или может производить фабрика Фисташ. Вы только посмотрите на эти размеры. Маковка не самый маленький магазин, но этот шоурум раза в 3 больше по площади. Это при том, что на полках лежат еще не все цвета каждого наименования. 1, 2 или несколько цветов.
На одних этикетках мы видим знакомые бренды Фибронатура там или Гималая, а на других просто написано «Образец» и указаны основные характеристики. Как я говорила в начале, фабрика помимо собственных брендов производит пряжу на заказ. Не только для европейских брендов, но даже для своих конкурентов, которые находятся в Турции, но могут не иметь оборудования для производства какого-то вида пряжи. Ну а кроме того, здесь заказывают пряжу для производства обычных тканей, обивочных тканей, трикотажной одежды, домашнего текстиля, носков, ну и всего остального. Напомню, что фабрика может производить 40 тонн пряжи в день. И теперь представьте, насколько разнообразной может быть эта пряжа. В отличие от цехов, в шоуруме тихо и спокойно. Девочки, которые здесь работают, если я не ошибаюсь, ведут Инстаграм и сайт. Я так понимаю, что-то вяжут, придумывают что-то для каталога. Хотя мне говорили, что еще есть несколько десятков женщин, которые вяжут образцы, те, которые отправляются потом по магазинам. Многие согласятся, что шоурум, наверное, это место на фабрике, где было бы приятнее всего работать. А я на этом с вами попрощаюсь, но еще немножко подразню вас съемками интересной пряжи. Наслаждайтесь! Всего хорошего, пока!